Всем привет, друзья, с вами Оля. Хочу поделиться очередной находкой. Без муки и майонеза это отличная закуска на праздничный стол. Ее легко приготовить, получается много. Ссылки на источник не будет, поскольку проверяю саму идею приготовления. Все пропорции продуктов вы найдете в описании под видео. Для начала в миску разбиваем 4 средних яйца. Продукты используем прямо из холодильника. Добавляем примерно 1/4 чайной ложки соли и немножко черного молотого перца. Если помол крупный, лучше не добавлять. Взбалтываем яйца просто, чтобы разрушить их структуру. Далее нам понадобится 4 столовые ложки сметаны любой жирности, у меня 20%. По весу это примерно 100-120 грамм. Перемешиваем. Следующим берем 350 грамм сыра, натираем его на крупной терке. У меня здесь бюджетный сыр, я его купила по скидке, но тем не менее это именно сыр, а не сырный продукт, поскольку сыр должен расплавиться, сырный продукт не подходит. Одну крупную морковь, у меня весом 150 грамм, натираем на мелкой терке, чтобы она не хрустела в готовом блюде. Морковь сделает массу желтенькой и румяной по цвету, а также сделает готовое блюдо более полезным. Продукты перемешиваем. Еще больше вкусных и простых рецептов вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылка в описании, всех жду. Получается вот такая консистенция. Стандартный противень от духовки размером 30 на 40 см застилаем антиприкарным пергаментом. Чтобы наверняка убедиться, что ничего не прилипнет, смазываем его тонким слоем растительного масла без запаха. Выкладываем подготовленную массу и разравниваем ее тонким слоем. Выпекаем сырное тесто примерно 10-12 минут в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов. Режим вверх-вниз без конвекции. Тем временем приготовим начинку. Так как у меня фарш из куриной грудки, чтобы начинка не получилась суховатой, я буду использовать 2 крупные луковицы весом 300 грамм. Нарезаем лук мелким кубиком. Если у вас фарш жирненький, можете использовать 1 крупную луковицу. Также, если вы не любите большое количество лука, лучше нарежьте 1 луковицу. Несколько зубчиков чеснока также мелко нарезаем. На разогретую сковороду выливаем примерно 3 столовые ложки растительного масла. Обжариваем в масле чеснок, чтобы он отдал свой аромат. Когда чеснок подзолотился, добавляем лук. Жарим лук до мягкости и золотистости. По желанию дополнительно можно обжарить грибы. Начинка получится еще вкуснее. Просто у меня грибов в этот момент не было. Тем временем сырный пласт готов. Он к рукам не прилипает, мягенький и хорошо отходит от пергамента. Оставляем его остыть минимум до теплого. Доготавливаем начинку. К 500 грамм фарша, у меня куриный, добавляем обжаренный лук. Также всыпаем 1 чайную ложку приправы для курицы. Я добавила 2 чайные ложки и на мой вкус специй многовато. По желанию можно добавить 1 чайную ложку сушеных трав. У меня смесь петрушки и укропа. И немножко соли. Я добавила чуть меньше половины чайной ложки. Перемешиваем. В этом рецепте количество соли напрямую зависит от солености сыра. Поэтому попробуйте сыр на вкус и исходя из этого добавляйте соль. У меня сыр средней по солености. Начинку перемешиваем. Тем временем сырный пласт остыл до теплого. Как видите, он легко отходит от пергамента. Гибкий, пластичный и не трескается. Я его даже смогла поднять, и он не поломался. Переворачиваю сырный пласт на обратную сторону. Выкладываю начинку. Разравниваю ее тонким слоем. До края примерно 1-1,5 см. Желательно не доходить, чтобы шов хорошо прилип. Но я забыла это сделать. Чуть дальше покажу, как это легко исправить. Итак, друзья, берем сырный пласт с фаршем и сворачиваем его в плотный рулет. Не бойтесь, он не трескается и не ломается. Там, где шов, убираем фарш и заполняем бока. Они обычно с меньшим количеством начинки.
Руками поправляем рулет, чтобы он был одинаковой толщины. Затем прокручиваем его, чтобы шов был снизу. Так как пергамент после первой выпечки темноват, я советую его убрать. Если он у вас будет светленьким, можете в этот пергамент завернуть рулет. На стол раскладываем 2 листа фольги внахлёст друг на друга. Перекладываем на фольгу сырный рулет. Заворачиваем его в фольгу. Выпекаем рулет в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Режим вверх-вниз без конвекции. Спустя указанное время достаем рулет, разворачиваем фольгу и допекаем еще 5-7 минут, чтобы появилась золотистая корочка. Ну что, друзья, в итоге получился большой золотистый рулет весом 1,5 килограмма. На данный момент он слегка теплый, практически остыл до комнатной температуры. И тем не менее, рулет хорошо нарезается даже на тоненькие кусочки. А посмотрите, какой он сочный. Попробуем. Это вкусно. Рулет ароматный, сочный. Все продукты хорошо сочетаются друг с другом. Посмотрите, как он выглядит спустя ночь в холодильнике. Рулет стал более плотным и стабильным. Его очень легко нарезать на тонкие кусочки. Хочу отметить, что после холодильника рулет сухим не стал. Начинка сочная. На мой вкус рецепт хороший, рулет очень вкусный, его несложно приготовить. Хочу уточнить, что сырный пласт по вкусу не как сыр. Это отдельная мягкая прослойка, даже сложно понять, из каких она продуктов. Морковь вообще не чувствуется, она полностью мягкая. Лук в начинке нужно резать мелко, чтобы он не хрустел. В разрезе выглядит рулет аппетитно, ничего не вываливается, все хорошо держит форму. Если понравился этот рецепт, пробуйте, он рабочий. Как всегда, прошу, поддержите это видео лайком и подпиской, жду ваши отзывы в комментариях. Всем желаю мирного неба над головой. До новых встреч, мои дорогие, пока-пока.